Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодня приглашаю вас прокатиться вместе со мной на городской электричке по Киеву. Сейчас я нахожусь на Дарницком пригородном вокзале и хочу проехать на городской электричке по Северному полукольцу. Посмотрим с вами, как выглядит Киев из окна электрички, узнаем, сколько стоит билет, сколько времени движется поезд, с каким интервалом. И в конце зайдем в одно очень интересное, но правда пока еще малоизвестное место на Нивках. Вот сам вокзал. Можно заходить в него с другой стороны. Но я оказался с этой, поэтому сразу захожу с этой. Посмотрите, как здесь в вокзале. Народу немного. Здесь, в принципе, проходят поезда и междугородние, и пригородная электричка, и городская электричка. А городская электричка отправляется с 7 и 8 пути. Сейчас покажу, как я оплачиваю здесь. Смотрите. Вот и все. Проход разрешен. Я прошел. Там, в принципе, была будочка, где можно было бы купить билеты вручную за наличные деньги. В общем, стоимость проезда 15 гривен. И можно ехать, в принципе, по кругу вокруг Киева. Но мне нужно сделать всего лишь полукруг для того, чтобы добраться до станции Рубежовский. Что ж, теперь ждем поезда. Кстати, интервалы разные. Есть по полчаса с утра, а есть вот в такое время, как сейчас, по часу. Так, вот прибывает моя электричка. Электрички новенькие, красивые. Она сейчас приходит и высаживает людей, которые едут со стороны Святошина через Демеевскую с той стороны. А потом она отправляется другой стороной уже через Почайную. Вот я на ней поеду дальше. Видите, какие хорошие вагоны, чистые. Табло работает, написано станция Дарница. Или даже можно перейти в другой вагон. Вот смотрите. В этом вагоне есть места для велосипедов. Оборудовано для колясок. Здесь так просторно сделано. И народу здесь гораздо меньше. Ну что, отправляется электричка четко по расписанию. Сейчас мы уехали с Дарницкого вокзала. Вот проезжаем мимо этого недостроенного корпуса. Искал я окошко почище, чтобы сесть и показывать вам, что за окном, но все окна с подтеками. Электричка как бы помытая, но все равно все окна с подтеками. Раньше я когда-то ездил на этих электричках городских. В них было по 2 ряда сидений здесь стояло. Не было вот этих вот экранчиков, на которых информация написана. Ничего не сопровождалось голосовыми объявлениями. Сейчас уже стало лучше. Ну и лучше всего, что по расписанию отправляется, можешь понимать, когда тебе приходить на вокзал, чтобы не ждать слишком долго. Первые несколько минут пути электричка едет между районами Поздняки и Березники. И вид здесь не особо завораживающий, поэтому мы проедем этот отрезок с ускорением. Сейчас у нас появится за окном жилой комплекс Комфорт Таун. Уже видны некоторые его дома. Они такие красочные, желтые, оранжевые, синие, яркие. Выделяются на фоне таких серых домов многоэтажек. Вот вы можете сейчас видеть, быстро проезжаем достаточно. Чуть-чуть приближу для вас. Посмотрите, это Комфорт Таун.
Со стороны очень прикольный жилой комплекс. Но местные жители, насколько я знаю, называют его дискомфорт таун, потому что домики налеплены очень близко друг к другу. Окна в окна смотрят. Балконов открытых нету в домах. Сильно зажатое пространство, закрытое. Ну, в принципе, внутри это обычные квартирки, муравейник, так сказать. Но с внешней стороны выглядит прикольно, скажите, да? Во-первых, форма домов необычная, крыши острые. Ну, вот эта раскраска диковинная. Веселенькая, так скажем, раскраска. А построен этот жилой комплекс на месте промзоны бывшей. Поэтому вокруг его окружают гаражи, железная дорога. Но здесь выход к хорошей развязке есть на Ленинградскую площадь. Не знаю, сейчас Ленинградскую площадь переименовали, я уже не помню, как она называется сейчас. Точнее, я еще не знаю. Ну, все понимают, где была Ленинградская площадь. Оттуда развязка маршруток к метро. Ближайшее метро — это метро Дарница. Все, перехожу на другую сторону. Сейчас мы едем через Березники. Вот Березники здесь заканчиваются. И начинается Русановка. Район метро Левобережный будет у нас с этой стороны. Не знаю, уже вот эти дома к Русановке относятся или еще к Левобережке. Ну, в общем, Русановка где-то здесь рядом, за домами. Там Русановка, она отделена таким проливом, Русановским каналом от остальных районов. Это вот сейчас станция Русановская, платформа. Ну, на ней особо ничего интересного нету. Серый забор поставили. А, кстати, за забором находится собачье кладбище. Котов тоже там хоронят. В общем, кладбище животных. Честно говоря, я когда в Киев приехал в 2002 году, первый раз в жизни увидел, что существует кладбище для животных. И это было именно здесь, вот на Русановке. Забора этого тогда не было. Ну, вообще, с той стороны и сейчас можно зайти на это кладбище и посмотреть. Там могилки стоят, как у людей. Все, вот сейчас кусочек будет видно, посмотрите. Видите, вот на холме это могилки с памятничками. Вот так здесь устроено. Больше нигде я не встречал собачьих кладбищ. Точнее, видел я могилки отдельные. В Ирпене тоже в лесу есть, недалеко от Ирпенского кладбища. Несколько могил тоже с гранитными плитами памятными. Но там совсем небольшое по сравнению с этим кладбищем. Вот, сейчас это левобережный массив. Мы проезжаем. И чуть глубже сам район Русановка. Вот эти дома, огромные стены, понастроили недавно. Я их первый раз вижу. Тут, наверное, по 22 или по 26 этажей. Такие вообще, ну, честно говоря, мне не нравятся. Такие невзрачные, такие просто как стены какие-то огромные. Это у нас какая-то промзона здесь идет. Не особо интересная. И до метро отсюда, ну, 500 метров по прямой. Вот там видно комод. Это напротив метро находится здание. Гостиница «Турист», высокая стоит. Это как раз возле метро. И следующая остановка будет Киев-Днепровский называется. Кстати, странно, что в этой электричке нету голосовых объявлений. Я ехал в эту сторону на другой электричке, и там каждую остановку объявляли. Наверное, специально мне попалась такая электричка, где я могу говорить и меня не перебивают. Потому что эти объявления очень громкие, и всегда мне пришлось бы на них отвлекаться. Но зато вы слышали бы, какая остановка сейчас. Ну, а так буду я озвучивать для вас. Вот, это Никольская Слободка. Проезжаем ее задворками, опять же. С той стороны у нас Воскресенка. Ну, ее не видно там. Далеко. Когда-то я был в гостях у
человека, который живет в одном из домов здесь на Никольской Слободке. Вот, по-моему, в одном из этих домов, 9-этажных, панелек. И когда проезжал поезд, я чувствовал, у него там 9-й этаж как раз, и я чувствовал, как трясется дом, как будто небольшое землетрясение. Особенно, когда грузовые поезда, товарники проносятся, вот эти дома, они просто дрожат. Но хозяева привыкли и, в принципе, без проблем ездят, катаются. Так, кстати, хочу рассказать, как проверяют здесь контроль билетов, едешь ли ты зайцем или нет. Потому что, посмотрите, здесь запросто на платформу можно зайти с любой стороны и как бы без билета не покупать. Не на всех платформах есть турникеты, и можно зайти бесплатно. Но по поезду курсируют несколько контролеров туда-сюда и проверяют билеты. Как у меня проверяли здесь? Я говорю, я просто заплатил карточкой, так сказать, с телефона. Что вам нужно показать? Они говорят, покажите нам свой баланс, где написано минус 15 гривен, типа, что вы оплатили. Ну, там же и время, когда я заплатил. Я открыл свой Приват24, говорю, вот смотрите, минус 15 гривен полчаса назад. Они говорят, хорошо, нас это устраивает. То есть это такой контроль. В этот раз мне даже не просили показать Приват24, я сказал, что я оплатил телефоном, картой. Она сказала, доброе, все хорошо. Друзья, следующая станция называется Троещина. А потом будет Днепр, ну в смысле сама река. Посмотрим на реку. Пока, конечно, в кадре очень много промзоны всякой, не слишком презентабельные кадры. Может быть, не очень красиво сейчас, но дальше будет покрасивее. Мы будем проезжать через Куреневку. А сейчас мы едем через Русановские дачи. Вот эти вот частный сектор, это Русановские дачи, которые тянутся вдоль Днепра, точнее вдоль реки Десенка. Вот отсюда видно Троещину. Вот это вот район называется Радужный. Можно выйти на Радужный, и если вам туда надо. Там авторынок большой за Радужным находится. А вдалеке Троещина. Сейчас будет еще одна станция, Троещина 2 будет называться. Посмотрите, как удобно можно заходить с велосипедом прямо. Ставить его здесь. Здесь много места в вагоне. В старых электричках такого не было. Друзья, внезапно случился сбой в записи. Я ехал через Днепр, держал камеру правильно, думал, что снимаю, а камера не записывала вам самого красивого, то есть проезд через Днепр. Поэтому я вынужден был вернуться на станцию Троещина 2, вот сюда, и снова пересесть на поезд, чтобы снять Днепр. Троещина 2 это пересадочная платформа. Здесь можно выйти с городской электрички и сесть на трамвай, который повезет вас на Троещину. Вот как раз здесь и переходят люди. То есть я сейчас на платформе электрички. Вот я вышел, там Русановские сады, центр Киева вдалеке виднеется. Ветер сильный сейчас. А вот это вот вход в пересадку на трамвай. Здесь турникеты стоят, можно сесть и поехать на трамвайчике на Троещину. А Троещину видно вот отсюда. Немножко приближу. Вот те 4, а даже 5 высоток, застрявших в строительстве, которые будут сносить, они отсюда видны.
что, снова сажусь в электричку. Обратите внимание, а стекла-то тонированные у электричек. Наступна станція Почеп. Пересадка на тролейбуси 25, 27, 27А. Это десенка. Проезжаем. Какие-то на воде треугольнички интересные появились. Я их раньше не видел. Возможно, это фарватер для барж. Это сейчас я в сторону центра смотрю. Вот этот вот по правую сторону лес, это на Трухановом острове. Десенка, она отделяется от Днепра именно Трухановым островом. Сейчас мы по нем проедем, а потом будет уже сам Днепр. Не рассказал вам, как проходит наше время здесь, как мы живем. Сегодня утром опять были какие-то обстрелы. Я проснулся от того, что сильно грохотало. У нас за окном, ну, сейчас открытые окна, и слышно было ПВО сильно громко работало. Вот дорожка по Трухановому острову, видите, можно на велосипедах, на машинах ездить. Прогулочные такие места. Катер стоит какой-то интересный на суше. Быстроходный, видно, катер. А вот уже сам Днепр. Видно Галанский мост впереди. Подол. Вообще на центр Киева вид. Конечно, в Тамбуре сильно гремит поезд, но зато чище стекла. В общем, ночью что-то снова запускали россияне по нам, какие-то ракеты, какие-то дроны, но, говорят, все позбивали. Но зато спать они не дали нам, конечно, грохотало сильно. ПВО тоже сильно стреляет. Никуда вроде осколки не попадали, но я не выспался. В остальном, вот сейчас уже плюс 30 градусов тепла, жара. Люди, смотрю, едут совсем уже почти в пляжной одежде, кто куда. У кого есть время, едут на пляжик куда-нибудь, наверное. Я посмотрю с этой стороны. С этой стороны вообще за кустами ничего не видно. Дома на оболоне там проскакивают между деревьями. И все. Станция Почайна. Бывшая Петровка. Ну, все станции, все платформы друг на друга похожи. Поэтому для вас особого интереса не представляют. На каждой станции висит расписание именно по этой станции, когда приходят и уходят поезда. Вот на таких счетах можно заходить на станцию и узнать, когда именно придет в твоем направлении поезд, потому что, ну, поезда в двух направлениях идут. Так, эпицентр, торговый центр. Вот, проспект Бендеры проехали сейчас. И я на эту сторону перебегаю, потому что здесь будет более интересная картинка. Почайну проехали, теперь проезжаем станцию Зенит. Это на Куреневке. Эпицентр. Наступна станція Вишгородська. Пересадка на трамваї 11, 12, 16, 17 та 19. Видите, тролейбуси 6, 6К, 18, 25, 25А, 28, 32, 33. Автобус 12.
много рассказывают, куда можно выйти, на какие автобусы и троллейбусы садиться. Тоже интересно. Ой, для меня это все памятные места. Когда-то я и работал где-то в одном из вот этих вот офисов. Здесь раньше были какие-то советские предприятия, потом эти предприятия обанкротились в 90-х годах. Их выкупили предприниматели и сделали из них офисы. Например, вот это вот черное здание сейчас за деревьями, точно то, в котором я работал, это офис одного очень известного предприятия, которое выпускает аппаратуру, наушники, колонки и всякое такое. А сейчас начинаются уже жилые дома. В ту сторону немножко покажу. Вот Киев в эту сторону, посмотрите, тоже интересно. Это все какая-то промышленность, но вдалеке видны жилые дома. Конечно, мы едем по окраинам, хотя Куреневка это не совсем окраина. Не через центр точно. Так, возвращаюсь к этим большим-большим высоким домам. Посмотрите, просто гигантские дома. Стоят квадратом. Там, наверное, во двор и солнце не заглядывать никогда. Не знаю, я бы вот как бы и не хотел жить в таком доме. Разве что если на самом высоком этаже с хорошим видом. Там, наверное, вид на весь Киев. Вот экскурсионный маршрут. Можно рассматривать город. В ту сторону я вижу Дорогожическую вышку. Это станция Вышгородская. И здесь Автозаводская улица. Видите, такая вот себе широкая проезжая часть. Здесь где-то барахолка проходит, киевская, по выходным, видимо. Так, я начал говорить о том, что там вдалеке видна Дорогожическая вышка. И ее сейчас как раз видно. И телестудию тоже видно, дом вот этот вот знаменитый, с такой крышей, как ракета. Сегодня ветрено, летает пух. Тополиный пух, жара. Это как раз про это время. Наступна станція Сирець. Следующая уже Сырец. 16, 23, 35. Автобус 47. Вихід до станції метро Сирець. Вот посмотрите на дома на Куреневке. При користуванні залізничним транспортом необхідно дотримуватись наступних вимог. Не перешкоджати рухи автоматичних колій. Не притулятися до них. С одной стороны хорошо, что объявление есть в электричке. С другой стороны, если я комментирую, то они мне мешают. Вот улица Вышгородская. Мы ее проехали. Людям похилого віку та інвалідам. Дома жилые, гаражи. Такой здесь пейзаж. А в ту сторону улица Белецкая, но там сейчас деревья просто покажу окна. Там находится храм Кришнаитов в этом районе. Но все равно сейчас здесь ничего не видно по обе стороны. Приближаемся уже к метро Сырец. Как обычно, вдоль железной дороги сплошные гаражи, заборы, расписанные граффити тут обычно бывают. Ну, всякие деревья, хащи, кусты. Конечно, пейзаж иногда не самый приятный, но уж как есть. Виднеются дома уже вот в районе Дорогожичей. Сама станция Сырец, она находится в низине такой, а чуть выше станция Дорогожичи. Это все станции метро. И рядом со станцией метро Сырец остановка электрички городской, тоже называется Сырец. Вот, подтверждает. Сейчас мы увидим улицу Щусева. Вот она. Пошла вверх туда, к Дорогожичам. Ну и вот вход в метро Сырец. Платформа здесь. И на следующей уже я выхожу. Здесь большие парковые зоны. Вот это вот сразу начиная
за платформой начинается большой парковый парк. Наступна станція Рубежівський. Пересадка на трамваї 14-15. Тролейбуси 5, 7, 7К. Автобус 9. Вихід до станції метро Берестейська. Так, друзья, слышали? Следующая остановка Рубежівський называется. Просто Рубежівський. Кто не знает, если станция, то должно было быть Рубежівська. А это, не знаю, портал Рубежівський, наверное. Ну и здесь от Сердца до Рубежівського у нас в основном будет вот такой вид: зеленые деревья, парковые зоны. Иногда будут проскакивать высотные дома. По ту сторону у нас район Нивок, тоже там дома высотные и старые пятиэтажки, но их почти не видно. Здесь вот видно новые дома, видите, построили вдоль железки. Очень много новых домов, которых я не видел, не замечал, потому что несколько лет не пользовался городской электричкой. Люди живут рядом с железной дорогой и привыкают обычно, потому что по своему собственному опыту знаю, я тоже жил буквально в 100 метрах от железной дороги. Сначала меня по ночам каждый поезд будил, а потом я заснуть не мог без поезда. Он меня как бы убаюкивал. Тудух, 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 тудух. Вообще поезда — это, конечно, романтическая тема. В детстве я проходил всякий раз мимо ЖД вокзала и смотрел на поезда и думал, куда-то они идут далеко, ну туда, в другие города, а я их не знаю, куда идут. Вот смотрите, это уже парк Нивки. Тут пруды, а мы сейчас едем вдоль течения реки Сырец. На течении реки ее как бы запрудили еще когда-то, сделали вот такие дамбы, перегородили, и теперь здесь такие вот пруды получаются. Станція Рубежівський. Все, это моя станция Рубежівський, я выхожу. Друзья, на этом наше приключение еще на сегодня не заканчивается. Я вам обещал показать одно интересное место. Вам должно быть интересно, что там находится, друзья. Сегодня так жарко. У меня камера все время отключается от того, что она перегревается. Вот так вот выходишь с электрички и сразу попадаешь в парковую зону с дорожками, с ручейками. Здесь какой-то ручеек даже течет. Ну вот эту красоту вам обязательно нужно показать. Это парк Нивки, если я сейчас не ошибаюсь в его названиях. Ну, по крайней мере, он находится на Нивках однозначно. Здесь такие пруды. Там вдалеке прямо на воде ресторанчик есть. Красота. Это прокатный пункт. Здесь люди берут на прокат катамараны. Лодочек не вижу, только катамараны пока. Дорожки такие по дамбам. Вот один пруд от другого отделяется небольшой дамбой. Ну, как это обычно. Есть лавочки стоят. Голуби, как непременный элемент городской жизни. Вот уточка подплывает к домику, а одна уже там сидит. И они конкретно живут там в домиках, их, наверное, прикармливают. Очень забавная картина. И он еще, по-моему, плавучий, он немножко двигается, этот домик. Сейчас сниму вот эту беседочку красивую. Вот, здорово выглядит на фоне этой всей природы. Очень мне тут нравится. И есть еще для детей детская площадка. Все, друзья, теперь давайте пройдем в музей декоммунизации. Вот куда я хотел вас в конце привести и показать вам, как он выглядит.
Это прикольное место. И мы сейчас вот такими вот тропами и улицами по Нивкам пройдем в частный сектор. Там и отыщем этот музей. Ну что ж, друзья, а вот и то тайное место, которое я вам хотел показать в конце. Это частный музей декоммунизации. Сейчас вы увидите, почему это так называется. Его очень непросто найти. Он затерялся среди домов частного сектора на Нивках и девятиэтажками. Так что я немножко побродил, поискал. Кроме того, это находится возле чьих-то частных домов, и здесь за забором собаки. Вот, слышите? Так они приветствуют посетителей музея. Ну что, давайте посмотрим, с чего начинается этот музей. Начинается вот он с бюста Ленину, который стоит под сберегательной кассой, как в Советском Союзе. Это табличка, наверное, сберкассы из СССР. Бюстов Ленина здесь много. Кроме того, есть очень интересные экземпляры. Например, вот колонка для воды, которая раньше стояла повсеместно во всех городах на улицах. Сейчас их почти не осталось. Ну, какие-то советские детские игрушки, вот лошадки. Памятник, я не знаю, кто-то читает сказку. Честно говоря, не знаю, кто это. Вот интересный экземпляр. Опять же, смотрите, это телефон. Таксофон, который раньше в Советском Союзе стояли на улицах, и здесь сюда кидали 2 копейки. Но это уже, видимо, более современный. Это уже, наверное, когда жетоны кидали сюда. Это уже не совсем советский. Но он, наверное, остался как портал из матрицы. Да, вот если вам надоест уже здесь все время сидеть, вы набираете номер и вас выпускают из матрицы. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Это просто небольшое пространство, куда свезли все вот эти вот советские бюсты. Это, по-моему, Брежнев. Вот там дальше какой-то красногвардеец. Это Ленин на телевизоре. Ну, в общем, всех партийных деятелей я в лицо не знал, поэтому не могу сказать, кто вот этот вот человек. Это, возможно, ученый какой-то. Это, наверное, какой-то военный деятель или командир там Красной Армии или Советской Армии. Какой-нибудь полковник, какие-то там Котовские, я не знаю. Я их, честно говоря... здесь написано. Да, здесь, кстати, написано. Павловский какой-то, Рафаил. Понятия не имею, кто это. А вот, смотрите, хороший экземпляр. Это почта. Почтовый ящик. И такие ящики действительно висели у нас на домах. Сюда бросали письма. Возможно, они и сейчас где-то висят. Вот табличка с названием. Просто написано: чекистом может быть человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Это Феликс Эдмундович такое написал. Так, Ленин в полный рост, Ленин бюст. Опять же, Феликс Эдмундович, этого я узнаю. Если я не ошибаюсь, может, это какой-то еще деятель. Снова Ленин. Короче, больше всего здесь, конечно, Ленинов. А этот вообще на Сталина похож, но он точно не Сталин. Не знаю, это может быть какой-то, ну, такого грузинского вида человек. Так, и давайте еще посмотрите, вот чей-то жилой дом, возможно, хозяин этого дома как раз и устроил это здесь, весь этот цирк, так хочется сказать. Не нашли другого места. Это частная инициатива, вот я прочел об этом.
То есть государство пыталось сделать музей декоммунизации где-то на ВДНХ. Они вроде как там место выделяли, но то ли не сделали, то ли не захотели. Я не в курсе. Но зато человек занялся и собрал здесь советскую историю в таком виде. Ради прикола, наверное. И тут есть даже лавочки, где можно посидеть, есть столик. Ну, это, скорее всего, сами хозяева здесь сидят иногда, что-нибудь отмечают. На финал покажу вам бюст Пушкина. Пушкин попал в немилость сейчас. И его тоже демонтируют и свозят сюда. Возможно, сюда еще будут свозить. Там в кустах еще один Ленин стоит. Короче, сплошь в основном одни Ленины. Ну и поскольку тут гаражи, то тут паркуются машинки маленькие. Вот такая вот история, друзья. Такое неожиданное место. Сложно его найти, серьезно. Потому что карта указывает... Я ехал по Waze, по навигатору. И Waze меня привел на соседнюю улицу. И никак не сюда. Поэтому вот... Надо опрашивать местных жителей для того, чтобы найти этот музей. Посмотрите. Ну, здесь видно, хозяин живет такой... интересный творческий человек, потому что у него даже дом расписан вот так, как под европейский пахверк. Типа это немецкий такой европейский старый дом. На самом деле просто наш кирпичный, поштукатуренный. Ну и что, и вы видите, какой сюда заход. Заход никакой вообще. Никогда не подумаешь, что здесь может находиться какой-то музей. Так что, друзья, кого заинтересовало это место, я оставлю в описании адрес. Или даже, может быть, не адрес, не только адрес, а оставлю географическую метку. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки. Я уже пришел к своей машине. Сейчас сяду и поеду к себе домой в Ирпень. Пишите комментарии, расскажите, что вам понравилось, что бы вы хотели еще увидеть. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за материальную помощь. Всем мира, всех благ. Пока, до следующих видео.